Приветствую, друзья! Я, как некоторые из вас знают, всегда с огромной любовью и даже некоторым трепетом относился к продукции бренда Kenera. Их кабели просто выше всяких похвал, а наушники буквально обрекали меня на целые недели тотального погружения и беспросветного удовольствия. Однако у каждого бренда случаются периоды поиска и достаточно смелых экспериментов. Не обошла эта доля, естественно, и обожаемый мною бренд. Вы верно догадались, сегодня мы будем говорить о тех самых Kenera Freya 2.0. Сразу скажу, наушники не для всех, но если вы уже перепробовали множество различных вариантов и хочется чего-то особенного, эта модель явно для вас. Звук здесь прямо-таки для гурмана. О них сегодня и говорим. Собственно, поехали! Пришла модель в фирменной шестиугольной коробке, из которой мы узнаем реализованную здесь схему излучателей, непосредственно что нас ждет внутри и, конечно же, список ее технических характеристик. Здесь важно отметить, что это классические гибриды с 7-миллиметровым динамиком, отвечающим за низкие частоты, и 3 балансными арматурами производства Knowles. Причем импеданс всей этой конструкции составляет 20 Ом, а чувствительность 105 дБ. В комплект нам положили макулатуру с заводским графиком АЧХ, интересный такой плотный бокс, щеточку для ухода за наушниками и целых 3 набора силиконовых амбушюр, в том числе знаменитый Final Audio Type-E и мои любимые K07. Кабель тут тоже просто фантастика. Гибкий, витой, с системой сменных штекеров и сопротивлением на каждый из жил равным 0,09 Ома, что, друзья, абсолютный рекорд. Сами чашечки выполнены из тактильно приятного гипоаллергенного материала с голубоватым таким узором на внешней части, 2 фирменными демпферами в звуководе, несколькими отверстиями компенсации и, что прельщает больше всего, абсолютно прозрачной внутренней частью, сквозь которую, кстати, легко можно рассмотреть и 7-миллиметровый динамик, и все 3 установленных здесь арматурных излучателя. Смотрится это довольно изысканно, со вкусом, но больше напоминает элемент какого-то украшения. В ушах бородатого дяди это будет выглядеть немного по-европейски. Собственно, вот так вот оно и выглядит. По измерениям здесь довольно размашистый с медленным затуханием импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1,62%, что в 1,5 раза выше нормы. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют стандартные уже значения без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с комфортным таким заходом на середину, чуть более выраженное выделение области разборчивости с практически ровным плато до 8 кГц. И еще один акцент на 12 кГц, чтобы хоть немного компенсировать спад на верхах. Настройка, прямо скажем, не совсем типичная, но без сколь-либо опасных пиков или явно выраженных ям. По подаче же Kenera Freya 2.0 реально удивляет, подсвечивая в основном верхнюю часть диапазона и наделяя ее подчеркнутой выразительностью, великолепной разборчивостью и легкой такой агрессией. Отчего даже до дыр заслуженные композиции, от которых всегда мурашки бежали по коже, здесь могут трогать совсем иные струны и вызывать другие эмоции.
Разбирая по частотам, бас, хотя и не особо глубокий, но четкий, довольно-таки текстурный. Серединка тоже прекрасно прорисована, интимно выдвинута, музыкально, технично, с легким аналоговым смягчением и очень неплохой динамикой. Подводят только самые верха, которые серьезно так задвинули и тем самым значительно упростили. Впрочем, на общую картину звучания это практически не должно было повлиять, за исключением, конечно, некоторого уклона в темноту. Однако на деле все вышло совершенно иначе. Я явно ощущаю тут скорее избыток воздуха, иногда прорывающиеся сибилянты и легкую такую недостачу массы, что в целом выливается в немного нестандартную такую акустическую картину со значительно приподнятой верхней серединой и затенением всего остального диапазона. Так что, с одной стороны, звук здесь предельно сбалансирован, я не ощущаю крен ни в сторону баса, ни в сторону верхов, а с другой и идеальной согласованности тут тоже нет. Производитель, очевидно, стремился максимально показать прозрачность, глубину и мелодическую составляющую вокала, но слегка перестарался, прибрав насыщенность у остальных частот и привнеся в звук сразу и четкость, и небольшую колкость. Для кого-то, конечно, это будет как легкий акцент, ощущающийся изысканной такой перчинкой, но если качество материала посредственное, готовьтесь получить сразу весь спектр неприятных эмоций. Хотя самая фишка модели даже не в этом. Многие любимые мною записи Skinera Frame 2.0 заиграли совершенно иначе, и мне это, признаться, поначалу совершенно не понравилось, прямо-таки до отторжения. Да, это не совсем тот самый звук в классическом его проявлении. Здесь переиграли настройку, из-за чего акцент, например, из однородности перешел в попытку сделать звук более выпуклым и эффектным. Получилось, конечно, не менее круто, но как-то по-другому. В сети, возможно, вы найдете и другие мнения, но я бы эти наушники рекомендовал лишь повидавшим разное меломанам и аудиофилам, поскольку в первую очередь они хороши тем, что способны, так сказать, чуть по-иному дать взглянуть на уже до дыр заезженную медиатеку и, как говорится, пощекотать восприятие. Конечно, ничего особо криминального в них нет, но сама подача модели буквально создана, чтобы отделить вокал от аккомпанемента и сделать его чуть ли не кристально чистым и максимально выразительным. Ну а если вспомнить, что сам звук здесь ощущается слегка приближенным к слушателю, мы получаем просто потрясающий опыт выслушивания голоса и каких-нибудь лидирующих инструментов, но, как это обычно бывает, в ущерб всему остальному. По раскачке они довольно-таки чувствительны, да и уши к ним более-менее со временем адаптируются. По стилистике же их трудно хоть сколь-либо точно позиционировать. Звук здесь однозначно яркий, агрессивный и склонный к появлению сибилянтов, перегруза и других артефактов некачественного мастеринга. Поэтому все тяжелое, академическое и мультиинструментальное я бы или полностью исключил, или относился к данным жанрам с некоторой осторожностью. Все же вокально ориентированное или небольшое, например, джазовые команды должно зайти на ура, как и вообще весь спектр электронной музыки. Эмоции здесь реально бьют ключом, все очень масштабно, контрастно, бодро, с отличным разделением и чуть ли не родниковой прозрачностью голоса. Но еще раз предупрежу, звучит все это не совсем типично. Аккомпанемент, по ощущениям, слегка теряет краски, тем самым просто феноменально подчеркивая ту самую верхнюю часть средних частот. В результате получается сверхэмоционально, мелодично, но немного неестественно. И все это, напомню, с прекрасным разрешением, обилием воздуха, легким аналоговым смягчением, какой-то совершенно потрясающей выразительностью и прорисовкой сцены в глубину.
Согласен, очень круто, но я и сам эту модель далеко не сразу понял, а значит будет много тех, кому она совершенно не понравится. Поэтому и говорю, что это удел лишь тонких ценителей и жадных до экспериментов аудиофилов. Я лично оценил, а вам рекомендую посмотреть на заметно подешевевшие Kinera Urd и новенькие Queen of Audio Aviation. Итогом гибридные четырехдрайверные наушники Kinera Freya 2.0 удобно сидят, почти ничего не весят, сделаны из гипоаллергенной смолы, имеют просто царскую комплектацию, да и настроены они вполне достойно. В минусы вынесу чуть превышающие норму искажения, достаточно медленный по затуханию импульс, выбор цветовой палитры и несколько неочевидный характер их звучания с явно выраженной верхней серединой и заметно так оттененным остальным диапазоном. При этом звук здесь интимно так выдвинут, точен, прозрачен, чист, с достаточным количеством воздуха, отличной выразительностью, прямо-таки агрессивной четкостью и слегка прибранными верхами. В целом все, конечно, очень эффектно, динамично, контрастно, но я опять же повторюсь, не для всех. Довольно экспериментальная получилась модель с явными задатками большого серьезного звучания. Во избежание вопросов я их очень долго грел, много с чем сравнивал, менял кабели и насадки. Как результат получил тот звук, который был сейчас описан. А на этом у меня все. Это были наушники Kinera Freya 2.0. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!